Приветствую вас, друзья, на канале Рыболов-Копатель. Мы с товарищем генералом. Вот время 9:40 утра уже. Мы делаем вторую попытку выезда на коп. Позавчера отдавал машину в сервис. Надо было поменять рулевую тягу, ступичный подшипник, ну там масло, короче, развал и так далее. Выехали сегодня с генералом, за город выезжаем, пошли там лежачие полицейские, туда-сюда, что-то какой-то гул, биение появился, звуковой чисто. По мере нашего отдаления от города гул уже стал не только звуковой, но уже и механический, то есть, да, уже пошла вибрация, это стало ощущаться. Но мы с генералом приняли решение разворачиваться. Короче, еле доехали назад, уже вот так. Приехали в сервис. Оказалось, не докрутили центральный, там, я не знаю, что там, болт или что там, гайка, да, центральная, ступичного подшипника. Вот такая ситуация, друзья. Ну, благо, администратор у нас знакомый, уладили, загладили весь вопрос, так что мы едем с генералом второй раз. Русские не сдаются. Да, товарищ генерал? Так точно. Блин, гаишников какие-то целые заграждения, вот просто все преграждает нам путь на коп. Так что я даже не знаю, мне уже даже интересно, почему так все, друзья, почему так все. Чтобы узнать, не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите ваши комментарии. Всем отвечаем. Всем большой привет. Мира, здоровья, добра, любви вам, друзья, и гармонии. Да? А лопатки-то, ребят, посмотрите, точеные. Генералу спасибо. Сегодня будем с подготовленной аппаратурой работать. Сегодня работаем рядом со сливой. Так, ну как тут не попробовать, друзья? Ну как же тут не попробовать? Сейчас попробуем достать ее. Выглядит привлекательно. Супер. Витаминизация полная, друзья. Я еще копать не начал, а уже слив наелся просто. О, такой кайф, друзья, они такие сладкие. Это все слива идет. Тут вон яблоня какая шикарная. И дальше вон тоже яблоня. Август в своем разгаре, поэтому настал сезон ветров. И озвучку приходится делать уже в домашних условиях. Первая находка не заставила себя долго ждать. Давайте посмотрим. Дальше выкопал сигнал по виду Первомай. Или что-то другое. Не, что-то другое, друзья. Сейчас будем чистить. Что-то вообще, друзья, в первый раз такое вижу. Посмотрите. Тут вот снизу что-то протильзит. Может, редкость какая-нибудь. Интересный значок. Алюминиевый. Кризланд. Кунгибунг. 18.08.1935. Какой-то памятный, что ли. Ветеранский, может. Да. Интересно, друзья. Планка маузеровская. Латунь. Генерал еще звонил сейчас. Он уже серебро нашел. Марочку, говорит, поднял. Красавчик. Скоро дойдем до него, посмотрим, что там за марка. Вот, дошел до товарища генерала.
Классика. Шапку генерал переодел. Когда мы вернулись домой, килограммовку со значками он решил оставить дома. Очень уж она тяжелая. Говорит, от нее очень шея напрягается. Еще одна из находок. Вот такая старая морская пуговица с якорем и короной. Также порадовала товарища генерала. Посмотрите, какой замечательный экспонат. Вот и гость программы. Марочка. Шикарно. Молодец, товарищ генерал. Отличные находочки. Мы уже 10-й раз на этом поле. Это совершенно точно. Все время приезжаем в надежде, что его будут дисковать. Но не тут-то было. Продолжаем ходить по стерне. Прям интересность за интересностью крадется. А это что такое? Конина, что ли? Или что? Вообще не понимаю. Кажется, я понял, что это. А уж не дверной глазок ли из Восточной Пруссии это, друзья? Мне кажется, да, очень даже похоже. Другого я и не предположу. Шикарнейший винтажный дверной глазок. Скоро на Авито. Ежедневные магнитные бури, вспышки на солнце, катаклизмы в космосе. Дорогие зрители, с нашей планетой происходит что-то неладное. Пресса говорит об осетровой луне. И действительно, вторую ночь я ни с того ни с сего просыпаюсь в часа 2 или 3 и не могу уснуть. Есть серебро, друзья! То серебро, что нам надо. Кусок ложки, похоже, обломанный. Ну, серебро, 100%. Сейчас поищем, тут где-то и остатки ее будут, по-любому. Еще кусок серебра в 20 метрах от первого. Не, ребят, это не ложка, это что-то другое было. Колечко. Колечко немалых размеров, друзья. Какой-то дядька крупный носил. И камень здесь у него вставлен был. А камень потерян. Ни серебро и ни золото. Может, волшебник потерял. Непонятно. Так, и снова что-то интересное. Посмотрите. Что за чудеса такие? Подсвечник, что ли? Батюшки мои. Вау. Интересно, конечно. Белая то ли эмаль была, то ли что. Сейчас почистим. И я так понимаю, мы снова с вами сработали по волшебникам. Опять какие-то магические узоры. Да, думаю, подсвечник был. Такая находка, ребят. И дождь пошел. Наверное, сейчас крупное серебро все-таки подымем. Ребята, давайте поработаем с намерениями. Очень нужно большое серебро, крупное серебро. Я хочу найти его сейчас и сразу отправиться домой. Если не серебро, то хотя бы 3 пуговицы Кёнигсберг. Поехали. Нет, не думаю, что серебро, друзья. Наверное, алюминий будет. Да. Это алюминий. $200 марок. Ну, сохран четкий.
металл не тот. Ну, находка. Пуговица зачетная попалась. Смотрите, Орландо какой. Все четко. Кёнигсберг. Кайф, друзья. Кайфуем с вами сегодня. Опять какая-то пуговица. Такая же, по-моему. Ага. Такой же орел кёнигсбергский. Зачет. Я в шоке, друзья, оно действительно работает. Не прошло и 5 минут, я нашел 3 пуговицы Кёнигсберг. Я в шоке. Лайкосики ставим, подписываемся. Это трансерфинг реальности и работа со слайдами. Зеленка вот эта вот ползет и ползет. Ты посмотри на нее, а. Ну что ж это такое делается-то, а? Где же серебро наше с вами, друзья? А? Чудеса, ребят. Смотрите. Лего того времени. Лего из Восточной Пруссии. Вот такой мужчина нашелся. И голова рядом лежала. Причем с ключом. Слесарит парень. О, чудеса. Батюшки мои. О-о-о. Вот это мы с вами зашли, ребята. У меня такое впечатление, что линзы, а я в линзах, они просто прикипели к глазам, потому что сегодня от нервов, походу, вот это вот все. 2 раза туда-обратно съездили. Блин, рано встал. Перенашивать-то нельзя их, а я уже их ого-го переносил, уже вечер, поздний практически. Ну что, ребят, вот так получилось. Такой вот значок интересный, ранее не находил. Монеты. Феники, ля-ля, тополя. Перстень огромных размеров. Я не знаю, мой палец указательный. 2 раза, наверное, 2 пальца туда можно засунуть. Друзья, а вот тут вот именно то чувство, когда ушел от нуля по серебру, и уже коллеги тебя не могут называть бессеребренником. Какое-никакое, а серебришко. Оно во все времена приветствуется. Дяденька инженер с печалью в виде отсутствия ноги и отломанной головы. Дверной глазок. Я думаю, дверникам, кто в дверной индустрии занят, такой артефакт из Восточной Пруссии точно будет очень и очень интересен. Я знаю, как бывший их коллега по цеху, что они очень трепетно относятся к таким вещам. Я имею в виду те, кто занят в дверной отрасли. Вот такой подсвечник. Ой, в него еще монетка залетела, посмотрите. Опа. Эзотерический подсвечник именно сработал. 3 пуговицы по Кёнигсбергу. Они прекрасны ли это, друзья? Они прекрасно ли? Уже в 20-10 раз мы на этом поле. И все равно что-то попадается. Вот такая вот фишка какая-то, не знаю, может тут продолжение какое-нибудь было в виде какого-нибудь горна, фиг его знает. Ну вот как-то так, с учетом того, что у нас нервный выезд сегодня из-за подшипника получился, ну слава богу, все нормально. Ждем генерала. Тот-то серебряный парень конкретно, хотя мое серебришко может и потяжелее будет даже, друзья. Ожидаю уже 40 минут. Генерал только появился на горизонте. Он собирал сливы. Вы узнаете эту фигуру? Товарищ генерале огруженный идет. Сливы, яблоки, серебряная марка и прочее, прочее, прочее. Долго собирал. Целый пакет набрал. Вот Любовь Федоровна довольна будет-то. Батюшки мои.
на продажу, нет? Домой. У меня жена что-то съест. Но они вкусные, сладкие такие вообще. Зачет. Такой сидят. Часы. Это вроде пряга была какая-то. Была. О, пуговица классная. Вот эта. 10 копеек квадрат. Угу. И самую главную показать. Гвоздик. Гвоздя надо показать. Они все ждут гвоздя. Еще раз. Вау. Вы ее еще облизали, я так понял, правильно? Еще чего? Нет, что ли? Нет, конечно. Перчаткой почистил, да и всё. Плевали на нее? Нет. У меня слюня едет. Ну все, ребят, наш распаренный дилижанс отправляется домой. Всем спасибо за просмотр. Не без приключений, не без приключений. Всем мира, здоровья, добра. Да, главное здоровье, чтобы всем было. Все, пока всем.